Всем привет! Меня зовут Марина, вы на канале Russian Language Club. В этом видео я продолжу рассказывать о падежной системе русского языка. Какие бывают падежи и какие у них функции. Если вы смотрите это видео, то я уверена, что вы уже знаете о падежах русского языка, что система падежей в русском языке достаточно сложная грамматическая тема. Но как преподаватель с опытом могу вам сказать, что если понять систему и уметь правильно ей пользоваться, то русский язык окажется не совсем таким сложным. Падеж – это форма и функция слова. Это второе видео из 6, где я рассказываю о функциях падежей, не о формах. Да, в этих видео я не говорю, как изменяются окончания слов в каждом падеже. Нет, я рассказываю только о функциях, то есть когда какой падеж нужно употребить, то есть в каких ситуациях. Я уже рассказывала об именительном падеже, это было самое первое видео, и в этом видео я расскажу о функциях винительного падежа, аккузатива или accusative case. Винительный падеж – это один из первых падежей, который вы изучаете на уроках русского языка. Для винительного падежа очень важны категория одушевленности и неодушевленности, а также категория рода. Одна из основных функций винительного падежа – это прямой объект или тот объект, на который направлено действие субъекта. Прямой объект может быть после переходных глаголов. Переходные или транзитивные глаголы, как читать, смотреть, писать, встречать, слушать. Например, вы любите читать книги или смотреть фильмы. Мой друг встретил меня после работы. Я хочу купить себе подарок и цветы. Я люблю маму и папу. А теперь давайте рассмотрим и другие варианты употребления винительного падежа. Когда называем субъекта, который испытывает некоторые состояния, здесь субъект не активен, и мы будем использовать винительный падеж. Меня всегда укачивает в транспорте. Мою подругу тошнит, она съела несвежий салат. Важно, что состояние выражено глаголом. Укачивает, тошнит. Следующее. Когда мы указываем пункт назначения после глаголов движения. Куда? Куда вы приехали? Мы приехали в Москву. Куда он идет? Он идет на работу. В данном случае мы употребляем предлоги «в» и «на». Но возможны и другие предлоги, только пункт назначения уже будет находиться в другом месте. Могут быть предлоги «под» и «за». Ручка упала под стол. Здесь у нас глагол динамики – упасть. Он вышел за дверь, значит, он стоит за дверью. Может быть предлог «через». Куда вы летите? Мы летим в Америку через океан. Или где находится банк? Банк находится через дорогу от моего дома. Когда мы называем место после глагола в динамике «куда», или, например, после глагола «смотреть». Смотреть на кого? Смотреть на что? Куда вы смотрите? Я смотрю на улицу. Куда вы поставили цветы? Я поставила цветы в вазу на стол. И следующий такой большой раздел, когда мы говорим о времени. Тема «время» в русском языке может употребляться с разными падежами: винительным, творительным, предложным, родительным, практически со всеми.
Но винительный падеж мы всегда используем, когда речь идет о периоде, в течение которого что-то продолжается или происходит. То есть, как долго. Они целую неделю отдыхали на даче. Мы всю дорогу слушали радио. При ответе на вопрос «когда», если вы называете время или день. В среду у меня обычно много работы. Ровно в 5 мы встречаемся около метро. В полдень нам нужно ехать в аэропорт. При ответе на вопрос «когда» с предлогом «через». Помните, предлог «через». Через неделю я поеду в Сибирь. При планировании, составлении расписания с предлогом «на». Или когда вы планируете работать с чем-то в ограниченное время. Давайте запланируем нашу встречу на пятницу. Я хочу взять отпуск на неделю. В понедельник я уезжаю в Сибирь на 2 недели. Когда мы хотим сделать акцент, что дело сделано за ограниченное время. И здесь нам нужен предлог «за». За всю дорогу я не сказала ни слова. За этот месяц я похудела на 5 килограммов. Еще, когда мы говорим про объект речи или мысли. Здесь у нас могут быть два варианта. Мы можем говорить о чем, и это будет предложный падеж, но в разговорной форме мы можем использовать предлог «про» и винительный падеж. Он покупает журналы про машины. Она слушает вебинар про моду. И когда мы говорим о цели или пожелании. Выпьем за здоровье именинника. Как долго они боролись за независимость? Это не все варианты употребления винительного падежа, это самые частотные, то есть те, которые мы говорим чаще других, и просто те, которые я вспомнила. Маленький совет. Когда вы учите русский язык, обратите внимание на глаголы, на формы глаголов, это, конечно, и на слова, которые используются после этих глаголов. Точнее, не на слова, а на формы этих слов. Обычно в словарях пишут варианты употребления, примеры или вопросы. И по этим вопросам вы можете понять, какой падеж нужно использовать с этим глаголом. И в комментариях я напишу несколько глаголов, после которых всегда нужно использовать винительный падеж. А теперь бонус. Хотите получить таблицу с окончаниями существительных и прилагательных во всех падежах, а может быть таблицу с изменениями личных местоимений по падежам? Пишите мне на электронную почту, и я обязательно вам отправлю эти таблицы. Вот и все. Вы смотрели одно из 6 видео о падежах в русском языке. Чтобы не пропустить следующее видео о других падежах, обязательно подпишитесь на канал Russian Language Club. Поставьте напоминания, и также вы можете найти Russian Language Club в других социальных сетях – Instagram, Telegram и Facebook. А если вы хотите поддержать меня и проект Russian Language Club, то переходите на страницу Patreon. Пока-пока, до скорой встречи!